Крупнейшая морская экологическая катастрофа, нанесенная танкером «Престиж». Судно «Престиж» – однокорпусный танкер, плававший под багамским флагом. Известен тем, что в результате его аварии произошла крупнейшая морская экологическая катастрофа у берегов Европы. Судно было построено в качестве однокорпусного танкера для перевозки сырой нефти, класс Crude Oil Tanker, на верфи корпорации Hitachi. Спущено со стапелей 1 декабря 1975 года под именем Gladys и 1 марта 1976 года сдано в эксплуатацию. За свою историю судно сменило 3 владельцев. Последний владелец судна – Мэр Шиппинг, Африка, страна Либерия. Судно также сменило несколько менеджеров-операторов. Среди последних 2 указывается Laurel Sea Transport Limited и Universe Maritime Limited, оба с Греции. В 2002 году команда корабля из 27 человек состояла в основном из филиппинцев и румын, капитан и старший механик – граждане Греции. Компания Crown Resources AG, которой принадлежал мазут и которая через брокеров зафрахтовала старый танкер «Престиж», за несколько лет до этого называлась Crown Trade and Financing и была основана в офшоре на Британских Виргинских островах, затем компания переместилась в Гибралтар в качестве Crown Trade and Finance Limited. А в конце июня в 2000 году поменяла прописку на город Цуг в Швейцарии, изменив название на Crown Resources AG. До катастрофы танкер Prestige Crown Resources упоминалось не менее чем в 2 скандальных судебных процессах, состоявшихся в Нью-Йорке и Лондоне, связанных с нефтью и финансами. В лондонском суде Crown Resources была представлена как сестринская компания Alpha Eco из структуры Alpha Group, международный отдел которой занимается торговлей вне России. Как следовало из документов, значительная часть бизнеса Crown Resources AG основывалась на поставках российской нефти и нефтепродуктов в Западную Европу, что приносило компании 80-90 миллионов долларов в месяц. Саму же нефть покупали у Тюменской нефтяной компании. Танкер «Престиж» был зафрахтован компанией Alpha Group и в течение 4 месяцев стоял на рейде Санкт-Петербурга, юго-восточнее Кронштадта, между Ломоносовым и Петродворцем, в 4 морских милях от Константиновского дворца, и был использован в качестве накопителя нефтепродуктов-бункеровщика. В период нахождения на внешнем рейде танкер не был проинспектирован группой Парижского меморандума по контролю судов государством порта. Как позже заявил Генеральной прокуратуре РФ капитан порта Санкт-Петербург. Находясь на внешнем рейде, судно было труднодоступно для посещения. 30 октября 2002 года он отплыл с внешнего рейда порта Санкт-Петербург в направлении Вентспилс-Гибралтар-Сингапур. В его трюмах находилось около 77 тысяч тонн высокосернистого мазута российского происхождения. По данным разных источников, танкер дозаправлялся российским мазутом в порту Вентспилс. Проходя Бискайский залив 13 ноября 2002 года, судно попало в сильный шторм возле берегов Галисии, в результате чего в корпусе образовалась трещина длиной 35 метров, после чего танкер начал давать утечку около 1000 тонн мазута в сутки. Испанские береговые власти отказали судну зайти в ближайшие к месту аварии порты. Была предпринята попытка отбуксировать судно в ближайшие порты Португалии, однако Португалия запретила вход аварийного танкера в свои воды. Аварийное судно было отбуксировано в море. 19 ноября 2002 года корабль раскололся на 2 части и затонул в 210 километрах от берегов Галисии. Останки корабля легли на грунт на глубине около 3700 метров. В результате в море вылилось более 20 миллионов галлонов, 90 тысяч кубометров нефти. Нефтяное пятно растянулось на тысячи километров возле береговой линии, тем самым нанеся огромный урон всей морской и береговой фауне, а также местной рыбной промышленности. Разлив нефти стал самым масштабным экологическим бедствием за всю историю Испании и Западной Европы.
Последствия катастрофы считаются более тяжелыми, нежели в аналогичной катастрофе танкера Exxon Valdez. В результате катастрофы пораженными оказались тысячи километров Атлантического побережья Европы. Над ликвидацией последствий аварии работали 300 тысяч добровольцев со всей Европы. Общий ущерб от катастрофы оценивается в 4 миллиарда евро. Хайме де Ристе, адвокат испанской неправительственной организации «Экология в действии», заявил, что все последствия для здоровья и окружающей среды от нефтяного пятна не были обнародованы. В исследовании, опубликованном испанскими экологами в 2010 году, сообщается, что у испанских рыбаков, принимавших участие в очистке побережья, наблюдаются генетические нарушения и заболевания легких. Огромные экологические и финансовые издержки разлива привели к исследованию того, как корабль с дефектами конструкции смог выйти в море. Танкер «Престиж» отплыл из Санкт-Петербурга, России, без должного осмотра. Он попал в Атлантику через мелкое и уязвимое Балтийское море. Предыдущий капитан в Санкт-Петербурге Эсфрайтос Костасос, который жаловался владельцам на многочисленные структурные недостатки корабля, получил отказ. Позже в знак протеста подал в отставку, и вместо того, чтобы исправлять дефекты, его заменили на капитана Мангурасом, гражданин из Греции. Право собственности на «Престиж» было неясным, что затрудняло точное определение виновных в разливе нефти и демонстрировало трудности в правилах, создаваемые удобными флагами. Испанские исследователи обнаружили, что авария в корпусе танкера «Престиж» уже была предсказана. Два ее родственных корабля, «Александрос» и «Сентор», были подвергнуты обширным инспекциям в рамках программы Safe Hull в 1996 году. Из-за усталости металла в их корпусах моделирование предсказало, что оба корабля выйдут из строя между шпангоутами 61 и 71 в течение 5 лет. «Александрос Кентавр» и третий братский корабль, «Апанема», были списаны в период с 1999 по 2002 год. Не прошло и 5 лет после проверки, как корпус «Престиж» вышел из строя между 61 и 71 шпангоутами. Правительство Испании подверглось критике за его решение отбуксировать больной корабль в море, где оно раскололось надвое, а не в порт. Расследование катастрофы длилось 8 лет, еще 2 года ушло на подготовку самого судебного процесса. Суд по делу о катастрофе судна начался в испанском городе Ла-Корунья 16 октября 2012 года. Истцами являются 1500 физических и юридических лиц. Процесс состоит из рассмотрения 55 отдельных дел. Сумма требуемой компенсации со стороны испанских рыбаков равна 2,2 миллиарда долларов. Судебный процесс 2012 года в Высоком суде Галисии не нашел ни компанию торгового судоходства, ни страховщика. В качестве обвиняемых перед судом предстали капитан судна «Апостолос Мангарас», старпом Иринея Малата и инженер Николас Аргеропулос, а также бывший начальник торгового порта Ла-Коруньи Хосе Луис Лопес Сорс. Ни один из испанских правительственных чиновников, а только капитан корабля признал виновным и приговорил его к 9 месяцам условно за неповиновение. В ноябре 2013 года 3 судьи Высокого суда Галисии пришли к выводу, что невозможно установить уголовную ответственность. И капитан «Апостолос Мангурас», главный инженер Николас Аргеропулос и бывший глава торгового флота Испании Хосе Луис Лопес были признаны невиновными в преступлениях против окружающей обстановки. Однако капитана обвинили в неподчинении правительственным властям, которые хотели, чтобы танкер находился как можно дальше от берега. 15 ноября 2017 года лондонскому клубу было приказано выплатить штраф в размере 1 миллиарда долларов за разлив нефти. Однако, учитывая предыдущее решение Высокого суда Англии, правоприменительные меры, скорее всего, будут иметь место в Великобритании. Успех любых принудительных действий неясен. Отказ позволить кораблю укрыться в защищенном порту был назван одним из основных факторов, способствовавших размаху бедствия. США и большинство других стран планировали к 2012 году отказаться от однокорпусных танкеров.